Слышали ли вы о гигантских бульдозерах, которые могут легко перемещать куски земли размером с целый автобус? И мощность их двигателей превышает 1000 лошадиных сил. Сегодня вы отправитесь в удивительное путешествие по миру невероятных монстров строительной техники, которые делают самые сложные задачи возможными. Итальянская компания ACCO совместно с Caterpillar разработала самый большой бульдозер в мире под названием Acco Dozer. Этот гигант обладает массой больше 400 тысяч фунтов и оснащен двумя мощными двигателями суммарной мощностью 1300 лошадиных сил. Впечатляет и размер рабочего оборудования. Высота рыхлителя составляет почти 10 футов, а ширина отвала – около 23 футов. Эта техника создавалась специально для Ливии, где она должна была использоваться в рамках амбициозной строительной программы по освоению новых территорий. Однако из-за экономических трудностей и введенных международных санкций проект пришлось свернуть. Опытные образцы были изготовлены, но дальше дело не пошло. Попытки продать машину другим заказчикам оказались безуспешными из-за ее экономической неэффективности. Бульдозер оставался неиспользованным вплоть до 2012 года, когда его приобрела частная фирма. Теперь он служит памятником, напоминающим о грандиозном инженерном проекте. Остальные подобные машины выпускались ограниченными партиями, насчитывающими всего несколько десятков экземпляров. Такая высокая стоимость и сложность эксплуатации делают эти огромные бульдозеры доступными лишь для крупных компаний, способных их содержать. Komatsu D575A-3 SD, представленный в 1991 году, считается одним из крупнейших и наиболее мощных бульдозеров в мире. Вес этого гиганта составляет 337 307 фунтов, а двигатель развивает мощность в 1150 лошадиных сил. Вся эта сила направлена на обеспечение огромной тяги, а не скорости. Машина способна перемещать до 2472 кубических фунтов грунта за один проход, легко справляясь с 10-футовыми валунами. Для повышения производительности бульдозеру Komatsu D575A требуется турбонаддув. Основное внимание уделено не скорости движения, а максимальной тяге. Топливом для этого монстра является дизельное топливо, которое хранится в баке объемом 440 галлонов. Особенностью конструкции отвала является то, что 90% нагрузки приходится непосредственно на него, благодаря чему бульдозер эффективно справляется с транспортировкой больших объемов материалов. Для перевозки отдельных компонентов машины требуется 5 грузовиков, причем один из них предназначен исключительно для отвала. Было произведено всего 88 таких бульдозеров, которые сегодня активно используются на открытых карьерах в США, Австралии и Новой Зеландии. Производство данной модели уже завершено. Komatsu D475A-5 SD – настоящий флагман среди бульдозеров японского производителя, заслуженно получивший гордую приставку «Супер Дозер». Эта модель демонстрирует, что японские инженеры достигли вершины в создании тяжелой техники. Разработанный для работы в экстремальных условиях, этот бульдозер успешно функционирует даже на Крайнем Севере, участвуя в добыче полезных ископаемых, строительстве и расчистке территорий. Вес этого гиганта составляет 249,5 тысяч фунтов. Оснащенный мощным турбодизельным 12-цилиндровым двигателем с отдачей в 899 лошадиных сил, бульдозер способен разгоняться до 7 миль в час вперед и до 8,5 миль в час назад. Для обеспечения бесперебойной работы такому мотору требуется 26,5 галлонов моторного масла, а система охлаждения заполняется 60,5 галлонами антифриза. Перед отправкой на объект эксплуатации отдельные компоненты бульдозера собираются в блоки, что упрощает процесс доставки. На сегодняшний день Komatsu D475A-5 SD остается крупнейшим серийно выпускаемым бульдозером в мире. Компания Caterpillar, известная как пионер в производстве техники с гусеничным ходом, представила свою самую крупную модель бульдозера – Caterpillar D11R CD. Выпуск этой машины начался в 1996 году, и ее вес составляет внушительные 229 тысяч фунтов, а с учетом системы рыхления – 247 тысяч фунтов. Отвал бульдозера вмещает чуть более 1500 кубических футов материала, имея ширину 22 фута и высоту почти 128 дюймов.
Он способен углубляться в землю на 30 дюймов и подниматься над поверхностью на 5 футов, обеспечивая угол перекоса в 25 градусов. Caterpillar D11R CD приводится в движение двигателем Caterpillar D375A-3 мощностью 850 лошадиных сил. Эти машины обычно применяются там, где необходимо переместить значительные объемы породы, на лесозаготовках и при раскалывании горных пород. Длина бульдозера вместе с отвалом составляет 328 дюймов, ширина по гусеницам 142 дюйма, а высота кабины 183 дюйма. Что касается расхода топлива, топливный бак бульдозера рассчитан на 323,5 галлона, что вполне соответствует его размерам и потребностям. Российский бульдозер ChTZ T-800 изначально задумывался как универсальное средство, способное выполнять задачи как гражданского, так и военного характера, включая расчистку завалов и строительство стратегически важных объектов. Впервые этот гигант был продемонстрирован широкой публике в 1983 году на выставке в Челябинске, где вызвал огромный интерес. Люди выстраивались в очереди, чтобы сфотографироваться рядом с ним. Сила тяги бульдозера составляла 165 тысяч фунтов номинально и могла достигать 309 тысяч фунтов в максимуме. Двигатель развивал мощность в 820 лошадиных сил. Общая масса трактора с бульдозерно-рыхлительным оборудованием достигала 227 тысяч фунтов, из которых 66 тысяч фунтов приходилось на само оборудование. Для различных типов грунтов использовались разные виды гусениц. Для скалистых поверхностей применялись гусеницы весом 13 тысяч фунтов, а для мягких почв, более широкие, весом 17 тысяч фунтов. Максимальная скорость передвижения вперед составляла около 9,3 мили в час, тогда как обратная скорость, реверсивная, была немного выше – 10,5 миль в час. Такое решение позволило увеличить эффективность работы, поскольку время холостого хода сокращалось, а полезная работа выполнялась быстрее. Расход топлива при полной нагрузке составлял примерно 33 галлона в час. Общий запас топлива в баках бульдозера – 462 галлона. Свою первую серьезную проверку Т-800 прошел на строительстве Южноуральской атомной электростанции. Однако, после аварии на Чернобыльской атомной электростанции все работы по строительству Южноуральской атомной электростанции были приостановлены и так и остались незавершенными до сегодняшнего дня. Fiat-Allis FD50 – итальянский бульдозер, производство которого началось в 1980 году. За годы своей службы эта модель показала себя надежной как в строительстве, так и в горнодобывающей промышленности. Благодаря значительной вместимости бульдозер способен перевозить большие объемы груза, будь то руда или строительный мусор, за одну поездку. Fiat-Allis FD50 оснащен мощным двигателем, развивающим 600 лошадиных сил, что обеспечивает высокую скорость перемещения. Масса трактора составляет около 176,5 тысяч фунтов. Более поздние версии были оснащены еще более мощным дизельным двигателем Cummins VT-28C мощностью 550 лошадиных сил. С лезвием длиной 18-19,5 футов FD50 стал особенно популярным на угольных шахтах штата Пенсильвания, США, где он продолжает использоваться и по сей день. Производство FD50 было остановлено в 1989 году, когда компания решила перенести производство всей землеройной техники в Италию. Несмотря на прекращение выпуска, эти машины до сих пор эксплуатируются в различных странах мира. Промтрактор Т-50.01, второй по величине бульдозер, производимый в России и начавший свой путь в 1980 году. Его снаряженная масса составляет 206 тысяч фунтов, а максимальная скорость достигает 5 миль в час. Модель отличается высокой производительностью благодаря применению современных конструктивных и технологических решений. Она находит применение в различных отраслях, включая промышленное, нефтегазовое, гидротехническое строительство и горнодобычу, выполняя тяжелые земляные работы, в том числе разработку мерзлых и скальных грунтов. Трехточечная полужесткая подвеска с вынесенной осью качания тележек
улучшает сцепные свойства, снижает ударные нагрузки на ходовую часть и повышает комфорт оператора. Экономичный дизель Cummins KT-38C мощностью 750 лошадиных сил в сочетании с гидротрансформатором обеспечивает отличные тяговые характеристики при выполнении тяжелых бульдозерно-рыхлительных работ. Модульная конструкция всех узлов и систем управления облегчает техническое обслуживание, позволяя снимать и устанавливать узлы трансмиссии отдельными модулями для дальнейшего ремонта и тестирования вне машины. Бульдозер способен работать в сложных карьерных условиях, углубляясь в грунт на 3,2 фута. В ходе модернизации модель стала еще эффективнее. Кроме того, машина может работать не только с землей, но и со скалами и мерзлыми грунтами, демонстрируя надежность и долговечность. Komatsu D375A-6 представляет собой мощный и высокопроизводительный бульдозер, предназначенный для выполнения тяжелых земляных работ. Оснащенный двигателем Komatsu SIA-6 D11R CD мощностью 640, 4,5 лошадиные силы. Он сочетает в себе высокую производительность и экономичность. Снаряженная масса бульдозера составляет 158 тысяч фунтов, а объем отвала достигает 653 кубических футов, что позволяет эффективно перемещать большие объемы грунта. Кабина оснащена улучшенной шумоизоляцией и системой климат-контроля, создавая комфортные условия для работы оператора. Прочная конструкция и надежные компоненты обеспечивают долговечность машины, делая ее подходящей для различных видов строительных и горнодобывающих работ. Удобство технического обслуживания достигается благодаря легкому доступу к основным узлам и наличию централизованных точек техобслуживания. Komatsu D375A-6 – это оптимальное решение для выполнения сложных земляных задач, обеспечивающее высокую производительность и комфорт для оператора. Американский Caterpillar D11T CD – это один из лидеров рынка сельскохозяйственной техники, известный своими высокими продажами. Этот бульдозер оснащен мощным 7-галлоновым двигателем CAT C32 выдающим 850 лошадиных сил. Объем топливного бака составляет 354 галлона, что обеспечивает продолжительную работу без необходимости частых заправок. Длина машины достигает 28 футов, а высота – 15,5 футов. Бульдозеры Caterpillar отличаются высокой производительностью и предназначены для работы в открытых карьерах. Инновационная конструкция двигателя позволяет экономить топливо и минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу. Кабина водителя отличается высокой эргономичностью, что делает работу комфортной даже в течение длительного времени. Хотя скорость не является главным показателем для такой техники, Caterpillar D11T CD демонстрирует хорошую маневренность и подвижность. Эти бульдозеры славятся своей надежностью и длительным сроком службы. Отзывы о технике Caterpillar преимущественно положительные, что подтверждает высокое качество моделей, выпускаемых компанией. Дизайнерский концепт Marauder Dozer, созданный для борьбы с лесными пожарами, представляет собой инновационную машину на 6 резиновых гусеницах с уникальным сегментированным корпусом и отдельно расположенной кабиной в передней части. Корпус бульдозера разделен на 2 сегмента, напоминающих тело муравья. Задний сегмент содержит двигатель, а центральный – систему охлаждения и гидравлические компоненты. Кабина установлена на отдельную платформу, которая способна вращаться вокруг своей оси, предоставляя оператору полный круговой обзор. В передней части машины находится широкий отвал с крупными зубьями, предназначенный для перемещения стволов деревьев и корчевания пней. Одной из ключевых особенностей Marauder Dozer является способность поднимать корпус над ходовой частью. Специальные кронштейны позволяют поднять машину практически вдвое, защищая важные механизмы и оператора от высоких температур. Хотя футуристические концепции бульдозеров встречаются реже, чем, например, экскаваторы, существующие разработки демонстрируют потенциал этих машин для решения экологических задач. В сфере военной и гражданской промышленности, строительстве и сельском хозяйстве используется крупная спецтехника, которая помогает выполнять сложные задачи. Их габариты и технические характеристики поражают даже самые смелые предположения. А у меня, друзья,
К вам есть тоже впечатляющих размеров предложения. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Увидимся.